Ну, много написано, много книг, много статей, выступлений по телевидению. Ничего нового я сказать не могу. Но могу упрекнуть только некоторых недобросовестных журналистов, в частности из Москвы, всякого рода версии, что там налетали, было спецподразделение КГБ, видели, что вырезали и сделали зачистку. Дальше одно единственное, спецподразделения никакого не было. Значит, я могу как следователь сказать, что я и Темполов прилетели первыми, когда сообщили, не могу утверждать, кто там обнаружил, но, по-моему, вертолетчики, потому что следов в палатке, когда мы пришли, кроме вот этих 9, не было. Значит, я осматривал палатку, прокурор писал, потому что по закону должен оформлять все это дело, тем более мы сразу считали, что это уголовщиной пахнет. Значит, ну что я там обнаружил? 9, уже тоже писали об этом, но повторюсь, вот кто и не знает. 9 рюкзаков, значит, спирт, я обращаю внимание, деньги, значит, фотоаппараты. Следов борьбы никакой не было, никакой абсолютно. Значит, еда, 9, сколько-то пар обуви стояло. Ну, естественно, после этого я вылетел в Ивдель, значит, и там уже все это знали. И масло в огонь в направлении неправильного хода следствия ввели, как всегда, партийные органы. В первую очередь Проданов, первый секретарь Ивдельского горкома партии. Он прямо собрал нас и сказал, там убийство, убийцами являются Манси, поскольку в 1939 году я был свидетелем, когда женщину обнаружили со связанными руками и ногами, значит, и брошенную в озеро. Это святое место, то есть нельзя женщинам так появляться. А в этой группе было 2 женщины, как вам известно, Дубинина и Колмогорова. И с этой целью еще значит, масло в огонь подлило то, что специалисты, так сказать, лжеспециалисты, определили, что палатка снаружи. Все стало ясно, значит, что именно Манси. И после этого, когда прилетели, вот правильно тут сказал, значит, вот с этой лавиной придумывают, понимаете, палатка, как она стояла, ни на сантиметр она не отодвинулась. И я помню, китайский фонарик лежал, тут упоминал вы нам, значит, это самое. Мы тогда не знали, что такое китайский фонарик, значит, и следы, ну, вышел один оправиться, значит. То есть никакой лавины здесь, я говорю о фактах бесспорных, которые необходимо уже отрабатывать и писать, и фактах, подлежащих сомнению. Так вот, фактов бесспорным также является, когда они навязали эту версию, и мне пришлось устанавливать и ловить Манси не так-то просто. Ну, помогал Степан Куриков, шаман. Я его несколько раз, я там 4 года проработал, и поэтому с ним приходилось неоднократно контактировать. Это порядочный, честнейший человек. Кстати, депутатом Совета у нас был он такой ходок и знаток тайги, что вот такой факт, он, Елизавета Михайловна Трошина, депутат, едет на этом самом поезде, а он на лыжах парит и является быстрее ее, значит, в обсовете. Ну и вот он оказал помощь, значит, в смысле поимки и доставки этих Манси. А он был честный человек. Приходилось мне расследовать дело в отношении его сына. Он убил Бурмантова. Так он привел этого своего сына, который он мог сказать, и сказал, вот убийца, судите. У нас я таких за 40 лет работы не встречал, чтобы отец убийцу привел, это самое. Ну, Манси, значит, были задержанные, сейчас я не могу сказать сколько, значит, все водворены в КПЗ, значит, появился один там полковник, значит, ну, отрекомендовался, значит, что вот он из Москвы, а я когда приехал вечером, КПЗ находилась напротив, значит, моего кабинета в здании, в этом самом, во дворе милиции. И я вижу, их ведут
одного ведут, значит, раздетого, зимой второго раздетого. Значит, ну, когда я заявил об этом, значит, что это же безобразие, что вы делаете, творите-то, значит, ничем не доказано, а вы их водворяете. Ну, этот полковник говорит, а вот у нас указание, еще есть распоряжение Сталина, я впервые увидел, 1937 года, где Сталин дает указание секретарям крайкомов, райкомов применять физическую силу, ну, политическим. Я говорю, так вы позвольте, значит, это самое. Ну, в общем, идет время, всех, естественно, я освободил, а они числились, все эти задержанные, значит, ни один из них не был арестован, поскольку ничего не подтверждалось. Но привезли ко мне в палатку, значит, поставили ее в этот самый, в кабинет, а кабинет вот такой был, там в здании милиции, она полностью. Я составлять начал протокол осмотра уже палатки, потому что там в тех условиях нельзя. И вот выручила, значит, и навела правильно следствие на мысль, Тюрина, по-моему. Мне тогда надо была команда одеть мундир младшего юриста и доложить зампрокурора республики, приехать в Ивдель срочно. Значит, я осматриваю палатку и уже пишу, что порезы из, это самое, снаружи. А она включила ее понятой, значит, некого было там, когда в коридоре попала, значит, она говорит, да вы что, это самое, значит, они изнутри, я вот уже 30 лет одежду шью заключенными и офицерскому составу Ивдерлага. Значит, ну, события менялись, вызвали ленинградцев, те подтвердили, эксперты, значит, утерли нашим нос, значит, ученым, так сказать, кандидатам и прочее. И все встает на свои, как говорится, места. И вот факт бесспорный, что Манси не имеет никакого отношения к этому убийству. Я не говорю, что это самый честный народ. Что еще характерно? Значит, они, давая показания, ну, они неграмотные все, у них сдают пушнины, так тангу напишут, значит, и все, каждое семейство Самбиндаловых. И вот помню, Самбиндаловы, Анямовы, Куриков и ряд еще других дали показания, что они видели, значит, вот эти шары, ну, пишите, я повторяю, они писать-то не умеют, значит, рисовать, а рисовщики они вот такие, значит, ну, единственно только детям пишут картинки и все. И вот они описали, значит, шар и один продолговатый, значит, это самое. Тогда ракеты мы не знали до полета Гагарина, что такое. Эти протоколы я приобщил к материалам уголовного дела, значит, это самое, но в неподшитом состоянии, значит, не как на самом деле. И, естественно, забегая вперед, скажу, что, да, ну, естественно, меня вызвали, ну, какие инстанции, не важно, но первый секретарь обкома, это был вождь Кириленко, это не то, что наш сейчас губернатор, значит, он одно слово, и человека с партии выгоняет, и все. Он говорит, что, значит, мы сообщили, я ему тогда сообщил, когда вторую группу нашли, значит, что какое-то тут замерзание. От замерзания я доложил Хрущеву о том, что они погибли. Ну, впервые вот в этом плане, что когда первая группа, 5 человек, они, значит, действительно замерзли, значит, там разошлись. А вторую группу прихватила, подкинула, это, так сказать, версия или ракета, или НЛО, это самое, значит, сплюснуло все, но телесных-то повреждений не было. И когда в морге, значит, никто в морг не пришел на вскрытие второй группы. Вся правительственная комиссия во главе с зампредседателем Павловым, тут с области, да, с Москвы приезжали, они это самое, значит, пьянку устроили в Лозве, значит, а в морг допустили только меня, санитаров никаких не было. И Ганс и Возрожденный, разрезая очередной живот, по-моему, Золотарева, обнаружили сломанные ребра. Телесных повреждений видимых никаких не было, то есть внешне. Значит, это еще раз тоже подтверждало, и потом мне пришлось доказывать, что там никакого грабежа не было, ничего. И вдруг в это время появляется
в одной из московских газет, что они подрались из-за девчонок, перепились и прочее. Ну, это вот такая ерунда, что она меня просто бесит, это самое бесило. Но расследовать-то надо было уже, значит, применительно, да, версия с осужденными. Ни одного, это тоже бесспорный факт. Значит, никаких побегов там не было, значит. Дальше, ну, бесспорный факт, что к палатке именно только их следы 9 вели, значит, это самое. То есть никто к ним не пришел и кто там не учинил эти самые. Ну, Кириленко сказал, значит, что это самое, я доложил Хрущеву, что от замерзания и ничего не может быть. Ну, в общем, меня решили отстранить от работы и выгнать из партии. Но я в партии никогда не состоял, я говорю, так я не член партии, значит, а выгонять меня как молодого специалиста, значит, нельзя, потому что я еще только год-два проработал по закону, а потом куда вы меня сошлете? Дальше Ивделя-то, там российской прокуратуры нет, значит, это самое. И вот такой разговор. Но еще, что мне интересно, я считаю сказать, то, что еще не опубликовано, но где-то было. Значит, когда Ельцин пришел к власти, здесь стал первым секретарем обкома, к его чести, он пригласил меня, что я ведь вот учился, но у нас разница, он, по-моему, в 56-м году кончил, или это самое, я в 54-м. 54-м? На 5 лет он у нас. Вот, значит, ну, по спорту мы встречались в парке Маяковского, по лыжам еще, я на первом курсе учил. Ну, неважно, это все мелочи. Он спросил, значит, все-таки мне интересно, как мои эти самые, значит, где я учился, погибли. Вот я читал в газете там и прочее, вы там выступали, я ему сказал прямо, что Борис Николаевич, здесь убийство. Убийство, ну, не этими силами, но, как написал, правильно написал, кстати, хотя к нему плохо отношусь, Лев Никитич Иванов, после которого расследовал и прекратил дело, неодолимая, непреодолимая сила, значит, это самое. Он, естественно, человек с юмором был, правильно, это убило и государство. Значит, ну, Ельцин что пообещал, говорит, хорошо, я завтра звоню в отдел этого самого ЦК КПСС, и пусть там в прокуратуру несут представление. Ну, я же не буду контролировать, что и как разговор. Но случилось так, что через несколько лет я возглавлял группу по московской мафии, и Ельцину приходилось мне докладывать дело по факту коррупции в городе Москве, когда он был первым секретарем Московского горкома партии. Значит, естественно, помня наш разговор, значит, я не знаю, как детали уже сейчас, но он поинтересовался, как там прекратили. Я говорю, ну, Борис Николаевич, вот вы обещали, а дело-то не прекращено, то есть не возобновлено. И вот, ну ладно, так окончилось, то есть он, будучи первым, не смог ничего сделать, не смог первым секретарем, это было такое время, мы были просто мелкие сошки, как говорится, да и все вы мелкие сошки были, извините, в то партийное время, значит, и вдруг меня включают по расследованию дела в отношении Солженицына. Ну, Солженицын написал, это просто так, для интереса, «Архипелаг ГУЛАГ», и Нобелевскую премию получил, его решило правительство выселить. Значит, это самое, не выселить, а привлечь за измену Родине. Значит, Руденко, это наш генеральный прокурор, бывший по делу нацистских преступников, поддерживал обвинение, значит, он не читал, он не знаю, говорит, неужели правда, что в лагерях такое творится, что Солженицын написал. Ну, а Зверев, следователь, значит, он попросил, говорит, давайте это самое, значит, вот у нас Каратаев, он 4 года проработал с этой осужденной, он скажет, как действительно там такой бордель, значит, есть или нет. Ну, я говорю, Роман Андреевич, ну, не то, что он написал всю правду,
Я говорю, у меня есть факты, когда беспредел творится в Ивделе. Я на 4 года расследовал дела, когда, пользуясь тем, что руководили паханы, а не эти, не офицерье наше, значит, МВДшское. И вот тогда, значит, это самое, когда он говорит, ну как так, возбуждать дело, арестовывать, приказали Солженицына, значит. Я говорю, это все правда. Значит, привел примеры. Что, говорю, вот у меня расследовал дело против беспредела. Заключенные зашивают рты, факты. Значит, это самое, мошонку прибивают к этой самой, к стулу. А потом, говорю, вот фотографии у меня рабы КПСС, там же правды не найдешь, видели, где за колючей проволокой. Ну, в общем, он, да, и снова этот вопрос возник. Он говорит, Сивделе, вот я помню, ну, видимо, вот Ельцин и прочие писали, как там дело, это меня генеральный спрашивает, значит, ну, что я мог, пожал плечами, я говорю, оно не возобновлено. Ну, хорошо, я поручу дело Оффенбаху, следует же по особо важным делам. Оффенбах сюда приехал, прилетел, изучил это дело, а потом послал Серебренникова прокуратуру проверить все, как в местах лишения свободы соблюдается законность. Но какая там законность? Значит, ну, важно, что впервые прокурору области влупили у нас строгий выговор. Клинову, кстати, в этой газетке сегодня фамилию-то неправильно в областной написали, так же, как во вчерашней этой самой, за 29-го Уральский, ну ладно, это мелочи. Значит, и вот я к тому говорю, что чтобы журналист ответственно работал, чтобы не писали порой всякую вот эту самую галиматью-то, а ответственно надо подходить к проверенным фактам. Руденко, да, Оффенбах ему доложил, что все уже по этому делу, вот, по туристам, значит, что все правильно, есть основания для отмены постановления Свердловской областной прокуратуры, которое прекратил Иванов, значит, и доследовать. Но и Руденко был бессилен. А потом приехали два огурчика, ну не обижайтесь на меня некоторые журналисты из Москвы, говорят, а вот вы что там это самое, мы вот решили, что вы прекратили дело такое. Как прекратили дело? Я что-то несколько дней, значит, поработал, меня отстранили сразу, значит, так вот надо было, я им высказал прямо в ракетной версии, а что вы маршала Малиновского не допросили? Ну, представляете, я вот такой махонькая звездочка здесь, я говорю, так президента в Америке могут допросить, а у нас маршала, тем более Родиона Малиновского, он друг Хрущева и член Политбюро, да кто допустит, к нему-то и генерального не допускали. Это были те времена, молодежь это не знает, пусть меня простит. Значит, это самое. Ну, потом появились там тоже статьи, такие необъективные. Значит, и судьба свела меня, да, Богомолов, по-моему, или Боголепов, журналист, значит, который первый поднимал дело, значит, я думал, ну все, сейчас меня опозорят, что я прекратил дело. И, к счастью, уголовное дело Навального в архиве нашли. Нашли, значит, и вот то, что оно сейчас, значит, это только вот, ну, благодаря он сохранил. Ну, перелистали, я смотрю, этих протоколов допроса-то Манси, которые писали, значит, рисовали, вернее, не писали, извиняюсь, это самое, протоколов-то нет в деле. Даже постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы, которую вносил, нет. А у нас по-любому пьяница уже в морг направили, нужно выносить. А тут 9 человек погибли. Ну, одним словом, это самое, для меня это стало полным шоком. И буквально через месяцев 5 командировка у меня в Кустанай. Значит, прокурором там был тот самый Лева Зверев, это Зверев, говорю, Никитич, значит, Лев Никитич Иванов. Естественно, мы встретились, обнялись, ну, как обычно, выпили, значит, это самое. И вот он мне в гостинице, я говорю, слушай, Лев Никитич, ты на каком основании прекратил дело? Меня вызвал несколько раз Ештокин, а после Кириленко отошел в сторону и курировал дело
о туристах, уже второй секретарь Штокин. Он, говорит, меня полностью изнасиловал и заставил, мы тебя выгоним из партии. Ну, я, говорит, что прекратил дело, но вот зато сейчас я прокурор Кустанайской области. Я говорю, меня плевать, кто ты там, прокурор Кустанайской или генеральный Бош. Ты мне скажи, материалы-то где эти? Так вот, меня вызвали, значит, сказали, прекрати дело от замерзания. Кириленко и Штокин звонить не будут. Значит, ну и все. По сути дела, через 20 дней прекратили такое дело. И Леве-то не дали, как говорится, расследовать это дело. Значит, и ну, я уже перечислял, что прокуратуру здесь обвинять в принципе глупо. Нужно обвинять вот этих наших вождей, которые не дали возможности, значит, расследовать именно по настоящему делу и осмотр. До осмотра нас не допускали. Вот благодаря 3 вертолетчикам, Царство Небесное тоже, как назло, благодарю этот Стрельник, Гагарин, однофамилец, значит, ну они, ребята лихие были, вертолетчики. Не Гагарин. Гагарин, Стрельник. Нет, Гагарин, он командир Ан-2, а вертолетом командовал Гладырев. Гладырев. Гладырев, а борт этот самый, да. Это везде, у меня документы есть и в уголовном деле. Ну вот сейчас, к сожалению, ребята были лихие, ну, спирту им дают против обледенения, они приезжают, мансям дадут, сами нагрузят этой самой рыбешки, шкурок наберут, как говорится, и прочее. Ну вот, они тоже, значит... Давайте не будем перебивать. Давайте. Извините, когда, говорит, Солженицын выступал, говорит, на съезде народных депутатов, он сказал, что наши летчики расстреливали наших солдат в Афганистане, чтобы, блядь, не попали. Я за 5 лет это знал до его выступления. И вы сейчас про летчиков говорите. Ну, насчет фамилии-то не спорьте. Это не так существенно. Я не ошибся. Гладырев, Гагарин, Стрельник. Ну, какая разница? Они тоже разбились так же, как Яровой. И вот такая вот серия, значит, этих самых... Ну, я не говорю, что это как-то все вот сводит случайно. Но не случайно, что знали наши, тот же Кириленко, значит, знал истинную причину. Я повторяюсь, никого в морг не допускали, это сейчас пишут, я присутствовал там, значит, я полностью черепа, говорю, как санитар работал, значит, это засекречено, все было, значит, это самое, после того, вот это указание о том, что, значит, морг был под охраной, в почтовом ящике 240, никого туда тоже, как говорится, не допускали, и журналистской братьи там не было, кроме вот этого Ярового, которого мне удалось втолкнуть в качестве понятого журналиста. Вот эти фотографии, что вы видели, это вот я фотографировал, и он из моего ФЭДа старинного, он это самое, когда не было такой техники, да как сейчас, это самое. Значит, и вот, естественно, значит, что выдвигать версии? Значит, будут они подтверждены, не будут подтверждены с этой, с молнией, с этим, как его, с полигоном. Значит, наследствие, повторяю, было прекращено не по вине каких-то там следователей, каких-то там прокуроров, а по вине вот этой партийной власти. И там, и тут, на верхах. Значит, ну, конечно, жаль, что это самое не довели до сведения в свое время, и все это было, так сказать, затуманено и смазано, как говорится, на нет. Ну, деталей там много можно рассказывать, но я считаю несущественным, значит, уже по этому вопросу. Но то, что вот я напомнил из этой самой, из своей практики, значит, это все, как говорится, правда. Я приехал сюда, со мной встречается кто-то из журналистов. Я говорю, слушай, вот он писал какую-то статейку об этих самых, о дятловцах. Значит, я говорю, ты давай лети в Кустанай и спроси у прокурора области, так ли, но лети с магнитофоном, запиши его. В крайнем случае выпейте, как земляки, это самое, запиши. Ну, одним словом, он вылетел туда, записал все. Лева признал ему, значит, что вот
он, ну, там что сокрыл, потерял и прочее. Но у нас была Рогова, старушка зав. Архимов, она такая добросовестная была старуха, она сохранила наблюдательное производство. А на ваш вопрос дело находится в областной прокуратуре. Значит, я так полагаю, ну сейчас я уже на пенсии, не знаю, может его тоже куда-то сожгли или черт его знает, но я уверен, что не так. Это самое, значит, и с этой самой, где оно? Ну вот здесь. Мы случайно тогда вот с этим, с Боголюбовым, или Богомолов, да, вот его там обнаружили, я, конечно, был рад, что не уничтожено дело-то. То есть вы все материалы там свои, все было. Было припущено, в отношении, да. Ваши материалы были в деле, при вас? При нас, вот такой же вот папке все, но не подшитый, не пронумерованный Леве, который я передал, да тогда не до этого. То есть было. вы сейчас это знаете, это самое, это сейчас можете критиковать, задавать любой вопрос и прочее. В тот период не до этого было, надо было расследованием заниматься и установлением причин. Понятно, еще один вопрос. Вот вы говорили в одном из интервью, что газета «Дятловцев», которую они выпустили, была я помню, вечерняя Тартен, вот это как раз Юдин-то подтверждает тоже, она была прилеплена, значит, они кого там, чуть ли не самого Юдина раскритиковали, вот он здесь сидит, значит, по-моему, что он ногу там, вот, значит, вечерняя Тартен, она как была к стенке, и никакой там лавиной бы сдвинута, ну, они покритиковали, только расположились ужинать, да, случилось, и повторяю, что первая группа заблудилась, судя по следам, и они замерзли. Ну вот, к чести, значит, ребят, по-моему, Дорощенко и Кривонищенко, они сняли с себя одежду и отдали Холмогоровой, одели на нее. А сами почти голые. Вот тут на снимке, ну, не особенно вышло это самое, но обнялись почти в одних трусах. То есть они поняли, что им не выйти, что они погибнут, поэтому они разделись. А вот вторая-то группа как раз попала под этот, как говорится, до сих пор вопрос, как и что их это самое там прихлопнуло, но то, что их приподняло, значит, это, или рядом взорвалось, значит, это... И еще один вопрос. Вот вы относительно Зверева и Оффенбаха, которые проверяли дело, я хочу, чтобы вы сейчас еще раз подтвердили, что они вам дали информацию, в чем тут все-таки была причина, негласную. То, что эта ракета не туда залетела. Вы это подтверждаете? Оффенбах мне сказал, что он склонен думать и будет доказывать Роману Андреевичу Руденко, кстати, и Зверев в это время тоже здесь был, будет доказывать, что дело нужно возобновить, что ракетное, не ракетное, но никто из этих не допрошен. Единственное, информация прошла, не могу сейчас как-то, но она дошла до меня, что Раушенбах, значит, в одном интервью или проговорился, или, может, журналисты так неправильно поняли, но было опубликовано, что это дело военных, ну, военных, не военных, так оно все. Я человек фактов и предположения не могу высказывать, тут их можно до ночи высказывать. Еще один-два вопроса. Ну, что... Владимир Иванович, а вы, значит, считаете, что Мансини причастны? Буянов Евгений Вадимович, Петербург. Вы считаете, что Мансини причастны? Да, это не то, что считаю. Это доказано по делу, и не стоит это самое... Я не говорю, что через камеру они прошли. Если бы вот ограбить, так я повторяю, спирт, деньги, ценности, значит, одежда, дальше эти самые спирт, значит, у Дятлова даже 2 или 3 часов, помню, на руках было, значит, какого-то грабежа, или там святая, это самое, что продано-то, пустил тогда это ложную версию, нас направил и заставил работать, значит, там за несколько, чуть ли не сотни километров, это гора, где женщину в 1939 году сожгли, но за 4 года это, в моем представлении, самый, многим нам, докторам, не удалось, как говорится, заниматься воспитанием, а Мансини своих детей воспитывали. Вот такой случай, в частности, Гурмантова, Анямов, родственник, убил, значит, свою жену. Ну, естественно, он был арестован сам.
Мальчик остался 9 лет, его в Бурмантовский детский сад определили, так он бежал оттуда 3 раза, а это где-то 90 или 100 километров по снегу, чтобы накормить слепую бабушку. Вот найдите, у нас вот журналисты этот вопрос, найдите вы сейчас, чтобы сейчас здоровые люди свыше детей сдают. И вот так полностью воспитанием они занимались, и у них никаких замков нет, вы сами понимаете, никакого воровства, никаких этих, как говорится, изнасилования. Это вымирающий народ, но честный. Я не спекулирую эмоциями, отвечая, что вот то-то, то-то я располагаю. Я располагаю фактами, где каждый был, значит, находился в какой юрте, за сколько километров, и следов каких-то мансийских не на лыжах, не так, к этой палатке не было. Спасибо. Зачистки тоже не было. Ну что это еще вы смеетесь? Я когда прочитал, что КГБшники приехали и давай это самое, значит, вырывать язык. Ну помню, девушка, как, по-моему, Дубинина в ручье лежала, а снег, воды пошли, и там не только этот сам, ну и вымыло. Так, Слава, еще А вопрос. КГБшник взял, выступил, написал, вот у меня версия, что там не КГБшник, а против КГБшников кто-то. Ага. Карелия. Появилась версия о том, что якобы есть 2 дела следственных. Вот одно в архиве сейчас хранится, а есть еще какое-то дело, которое где-то в другом месте хранится. Ну, я отвечаю... Допускаете вы такую возможность или нет? Отвечаю ответственно на этот вопрос. Нас заинтересовало, и тем более, когда вот журналисты подняли московские, что мы напишем, что вы необоснованно прекратили, я сделал все, чтобы это найти. И потом все эти материалы-то в единственном числе. Ну, допрошен Карелин. Вас допрашивали? Так вот оно в этом деле, значит, ну не я вас, по-моему, допрашивал, Иванов, наверное, да, вот. Значит, и оно было сохранено в единственном экземпляре, и никаких секретных, оно само было засекречено, понимаете? И заинтересованы все были, начиная с верхов, начиная с мелочи, с такой, как я, включая Хрущевым.